Снова всем здравствуйте. С вами сейчас работает над Тимуром Олег Олаф Гудвин. Хаюшки, ребятки. Даю свет, даю любовь и процветание в массы. Все. От сердца в тело. Мы снова на точке массажной. Да, Тимур уже приезжает не в первый раз. Уже, по-моему, четвертый. Угу. Так, локтевая техника будет, поэтому заранее смазываем локти и даем подсознанию человека понять, что будем работать глубже. Но пока это еще только растирание, во время которого слышны АСМР звуки, любимые АСМРщиками. Шорох, 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 шорох. Ну как, тепло пошло? Да. Огонь, огонь. Высекаем огонь. Вот так вот древние пятикантры высекали огонь. Правда, камнями это, конечно, делали. Подключаем предплечье. И работа пошла веселее. С подкруткой. Верхней порции трапециевидной мышцы. Разворачиваемся. И теперь по другой диагонали завершаем у пояснично-крестцовой зоны. Чем ближе руки друг к другу, тем теплее. Наша цель согреть максимально этот участок тела. Ну, в данном случае вы помните, что мы работаем по половинке. Сначала делаем левую половинку. Там, где сердце, начинаем с плечо-лопаточной зоны. А потом перейдем на правую половинку корпуса. Пошли вибрационные техники. Я обнаружил у себя в грудном отделе небольшой сколиоз. Элемент сколиоза. Вот Ну, такой. Чуть-чуть. давно. Прием называется змейка. Тело человека ходит ходуном. Видите, я уже дошел до верха, а там до сих пор пятки, таз шевелятся. Следующий прием каблучок. Мы как бы реберно-поперечное сочленение забиваем обратно в стол. Следующий прием одновременно выжимка и пальцем тестирование идет позвоночника с подкруткой в остистые отростки. И это было первое глубокое внедрение в тело человека, подсказывающее опять подсознанию, что сейчас будем работать жестко, кулаками, кулачковой техники. Вот прием шестеренки. Все пальцы ходят по отдельности друг от друга. Мелкая тряска, пинг-понг лопаткой. Из руки в руку перекидываем, полностью расслабляя ее. И плечо должно легко отрываться от стола. Дальше прием называется ткань заживала в жерновах. Вот такие вот шестеренки, жующие кожу пациента. Наша цель закраснить все максимально, поэтому мы вот это пощипывание используем. И прием двойного кольцевого захвата, только опять же лапой леопарда. Прием называется метелка. Даосистская такая техника, потому что вот эта часть руки холодная, это иньская часть, а это горячая. Человек испытывает горячо холодно, горячо холодно. И опять же растирание. Плавно рука переходит в лапу леопарда и растираем его до красна. Каждый раз оттягивая трапецию назад. Кулачком можно пройтись, я думаю, он выдержит. Терпимо? Да. Конечно, не в первый раз пришел. Значит, все стерпишь. Прием называется открытие ключей шлюзов. Мы как бы отодвигаем мышечный валик от остистых отростков. Расшатали позвоночник. И обратно идем. Открываем уже сам шлюз и спускаем в воду. Открыли шлюз, вода потекла. На самом деле, конечно, не вода, а имеется в виду лимфа.
Вводим в подмышечный коллектор. Вводим в коллектор подключичный, вот туда поглубже. И в паховый коллектор, вот туда тоже увели лимфу. Теперь разжимаем позвонки. Ну, расшатываем, во-первых, кулачком. Вот остистые отростки мягко взяли между своими костяшками кулака, чтобы их не задевать. Иначе костями по костям будет больно. И теперь растягиваем их. Начинаем с поясницы. Крестец назад. Все позвонки вверх, в сторону головы. На выдохе. Растянули еще раз. И еще раз. Подышим дальше. Вот уже кое-что где хрустит, вытягивается, декомпрессирует. Да, чувствуешь? Угу. Большинство приемов придуманы великим нашим Олегом Алафом Гудвином. Поэтому они уникальны и редко где встречаются. Соответственно, я только их преподаю на своих тренингах, рассказывая, как и для чего мы это все производим. Прием рубанок. Оттаскиваем, вот, растягивая и расслабляя квадратную мышцу, широчайшие мышцы, нижнюю трапецию, верхнюю трапецию, нижнюю, верхнюю, нижнюю. И дальше продолжаем уже поперек все группы мышц, которые на спине расположены, глубоко прорабатываем и расшатываем корпус человека. ППС – это между подвздошной косточкой и поясницей. Вставляем в ямочку локоток и пробиваем, отодвигая таз назад. Проходимся по реберно-поперечным сочленениям. Уже кое-где может прохрустеть. Но тем не менее, это подготовка к дальнейшим приемам. Ставим лодочки. Выдох. Еще раз. Еще раз выдох. 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 То есть, что произошло? Вот это у нас условный причал, возле которого мы поставили яхты, лодочки наши, да? Потом прозвучал выстрел стартового пистолета. Чик-чик. И пошла яхта. Вот она поплыла. И своим шлейфом водяным вот она растягивает ребра относительно таза. Вот мы растягиваем. Получается, постоянно декомпрессируем. В этом локальном массаже постоянно включены вибрации, растяжки, суставная гимнастика, декомпрессия. И вот теперь опять это расшатали. И мощная декомпрессия. Выдох. О, вытерпел, молодец. Куда деваться? Да, от меня не убежишь. От великой пользы массажа не убежишь. Моя задача – причинить максимальную пользу организму. Спасибо. А если не получилось, то догнать и еще раз причинить пользу. Вот, расшатываем сустав плеча, она же суставная гимнастика, или легким движением, раз, можно его поставить на место. Растягиваем лопатку, ну лопатка у тебя вообще хорошо ходит, подлопаточная мышца, вот тут ромбовидная тянется, вот в эту сторону зубчатая мышца тянется. Лопаткой об ребра перемалываем подлопаточную мышцу, можно под нее залезть с этой стороны. У многих людей больно, а у тебя, видишь, не больно, да? Ну, просто мы с другом тренировались, что-то решили внезапно. Ну, потому что постоянно разминаешься. Просто сообщи. мышцы болят. А так нормально. А, мышцы болят, да? Ну, так нормально. А так ты весь размятый, на самом деле у тебя все мышцы мягкие, хорошо ходят, хорошо отделяются от кожи. Кожа от мышц, мышцы от костей. Душа от тела. Душа от тела по Корану, не в нашем случае.
Продолжаем. Достаточно мощный прием. Вот прожимаем мышцу, поднимающую лопатку. Леватор скапулус мускулус. Видите, у нас тело человека постоянно ходит ходуном в нашем массаже. Вот до сих пор качается и таз, и пятки. Прожимаем триггерные точки. Потерпи чуть-чуть, потерпи. Ну, а тут уже проще. Вот, чуть ли не 3 пальца залазит под лопатку. Отлично. Ну и завершаем эту сторону тем, что уводим лимфу спереди организма, под мышку, под ключицу. Немножко простучим. Шлепаем. И управим плечико. Сам ничего не делай. Только выдыхаем. Ага, еще разок. Еще. О, отлично. Меняем теперь руки и голову наоборот. И займемся второй половинкой. Также начинаем с поверхностного растирания и потихонечку будем глубже заходить в тело. Кое-где придется потерпеть. Кстати, вот уже видно, что вот эту часть мы отработали, да? И вот если прислониться, то температура здесь градуса на 2 побольше, чем здесь. Ты сам тоже чувствуешь? Да, вы уже говорили просто. Ну, я раньше говорил такое, да. Продолжаем согревать до естественного покраснения. По-латински гиперемия называется. Ах, это шорох, все любят шорох. А в следующем видео все будут любить хруст. Похрустим мы после массажа, потому что массаж призван специально для того, чтобы размягчить мышцы, убрать спазмы, согреть их, чтобы они были пластичные, гибкие и позволили нам провести мануальную коррекцию. Пинг-понг лопаткой. И пошли, как уже этот прием называется, знаете, только что говорил, ткань заживала в жерновах. Методом шестеренок. Напишите в комментариях, кто угадал, что это прием ткань заживала в жерновах. В жерновах, да. Двойной кольцевой захват лапы леопарда. И техника метелка. Плавный переход в растирание лапы леопарда. До красна, до красна. И расшатывание кулачком. Прямо кулаком, не жалея пациента. Открываем ключи шлюзов. Даже для остроты ощущений я вытаскиваю один палец, побольше, большим упираюсь. И получается, чтобы вот он совсем отошло, это мясо от костей. И теперь открываем шлюз, пускаем воду. Открываем шлюз, спускаем воду. Открыли шлюз, спустили лимфу. И подмышку, и под ключицу вот туда, прям глубоко-глубоко. Отодвигая трапецию назад. Пошли расшатывать
остистые отростки позвонков. И вот сейчас мы подышим. Выдох. Вот это прям хорошо растягивает поясничные. Еще раз вдох, выдох. Межпозвонковые диски. Я вам скажу, что диски напитываются тогда, когда они движутся. Давай, продолжай. Вдох, выдох. По секрету расскажу, что с утра, если мы измерим свой рост, и вечером перед сном изменим свой рост, мы удивимся, что к вечеру мы снизились сантиметр на 3, а кто-то и на 4 сантиметра. Это вот так наши диски высыхают за день. А представляете, насколько они высыхают за выдох? За годы, да, жизни нашей, за жизнь. Ну, а в течение дня мы вот чуть-чуть сжимаемся, ночью мы ворочаемся, диски гидроскопичны, и они напитываются водой. Выдох. И вот сейчас помогаю этим дискам, они как насосики такие маленькие работают, сжались, разжались, сжались, разжались. И я помогаю их напитывать в пояснице, так что твой позвоночник будет как можно дольше здоровый, полноценный. Диски межпозвонковые будут полные, плотненькие, и крыша у тебя никогда не наступит. Понял? Угу. Максимальная польза. И вот теперь мы немножко скручиваем такие таз относительно ребер в разные стороны. Туда-сюда. Расслабляем квадратные мышцы. Вот такое восьмеркообразное движение. Так и называется восьмерка. И теперь растирание рубанок с квадратной мышцей, широчайшей, с трапецией, нижней, трапецией верхней. Все группы мышц включаем в нашу работу, в процесс. И отодвигаем косточки назад. Тимур показывает, что ему не больно, он улыбается. Демонстрирует, что это даже больно, но приятно. Смеюсь, боли в лицо. Правильно, правильно. Выдох. В нашем деле излечение происходит через боль. Если пациент пришел и не ожидает боли, то я вам скажу, что он зря пришел. Так, вот теперь мощная декомпрессия будет, поэтому голову разворачивай. В другую сторону голову, Тимур. Да, вот сейчас мы еще немножко. Так. Расшатали, расшатали. И прием называется каток асфальтоукладчика. Максимально расплющиваем человека. Еще раз. Ты почувствовал, что под каток попал? Да. Отлично. Так, ну и переходим конкретно к лопаточной зоне. Шестеренки удобны на округлых поверхностях, где шарниры, они вот так вот ходят и обхватывают все мышцы. Даже берем верхний пучок грудной мышцы, большой грудной мышцы, и вытягиваем его сюда, чтобы плечи разворачивались, и осаночка была у человека хорошая. А хорошая осанка нравится всем. И мужчинам, и женщинам. Она говорит о здоровом духе, в здоровом теле, а соответственно и других проблем у человека не будет. Вот лопатку вообще можно отодвинуть, оторвать от тела, пройтись по триггерным точкам. Потерпим. Потерпим немножко, потерпим. Терпите, терпите, иначе не будет терапевтического эффекта.
Я обычно так говорю. А вы напишите, друзья, в комментариях. Терпение и терапия – это же однокоренные слова, правда? И растянем леватор скапулус мускулус. Напишите в комментариях, помните, как это переводится, название. Наверняка уже многие запомнили. Те, кто видит меня не в первый раз, я вам передаю большой пламенный привет. Хаюшки, ребятушки! Вот, и нам осталось простучать, провибрировать, прошлепать, встряску такую сделать, убирающий обжигающий эффект после шлепков. И подправить немножко реберно-поперечное сочленение. Так, расслабились и выдох. Еще раз. Еще раз. Еще. Хорошо. Изобрази нам стон удовольствия. О, кайф. И переходим теперь к следующему сету. Плечи, лопаточная зона и голова. Так, по поводу сколиоза, значит, что это такое? Хочу вот вам показать, да? Вот искривление в фронтальной плоскости позвоночника, да? Как правило, при этом присутствует еще ротация. Вот осистые отростки, они уходят в сторону, вот видите, в бок вот ушли. Мы их можем нащупать. Это то, как раз что мы щупаем на спине. А с другой стороны, получается, поперечные отростки, они поднялись, поднимая за собой реберную дугу. То есть тут должны ребра приподняться с этой стороны. Вот, ну, у Тимура слабый сколиоз первой степени. Не так ярко видно, как здесь я вам демонстрирую, да? Просто для демонстрации хорошо цветом показано. То есть вот остистый развернулся и поднял поперечные отростки, к которым крепятся ребра. Убираем красивую картинку. Растираем плечи. Обычно массаж шеи, обычные, так скажем, массажисты, они делают только вот эту зону. Так и называю ее, шейно-воротниковая. У нас же идет побольше. У нас идет плечи, крестцовая зона, вот такая. То есть мы отодвигаем лопатки в сторону, рисуем еврейский канделябр, доходим до тазовых костей и отбиваем их назад. Отодвигая, как я говорил, еще раз разводим руки, соединяем. Это мы нарисовали вот основание миноры, стержень ее, и дальше рисуем, вот видите, полоски на теле, по 4 подсвечника с каждой стороны. И прием дальше называется бульдозер спустился с горочки и забуксовал в низине. Постоянно продолжая раскачивать человека, успокаивая его подсознание, чтобы он не заподозрил ничего неладного. Можно будет неожиданно произвести хруст. Вот наш пресловутый ППС обрабатываем и продольно, и по диагонали, и на скручивание, и на ротацию, и потолкали таз относительно лопатки на диагональную декомпрессию. Теперь растираем ременную мышцу. Она как раз крепится с боков к поперечным отросткам шейных позвонков, а здесь до 6-го позвонка доходит. Поэтому вот так глубоко-глубоко вдоль остистых. Ну, с этой мышцей у меня, по-моему, самая проблема большая из всех. Ты чувствуешь натяжение, да, в ней? Я думаю, да, в шее. Основная проблема из нее новейшая. Ну, сейчас мы тебя еще потом потянем. И начинаем растирать сбоку вот этот пучок мышц. Для этого лучше еще голову повернуть вот так. И полностью в периферии трением уходим до дельтовидных мышц, массируя плечо пациенту и приговаривая:
Вот вы плечи не заказывали, а вам дополнительно бонусом 500 рублей еще с вас. Шучу, конечно, шучу. Разминаем потом вот эту зону. Поперек, продольно растянули мышцу. Отрываем их от остистых отростков, докручивая череп дальше в противоположную сторону. Снизу их проработали. Растянули максимально. И когда человек почувствовал расслабление, немножко его растянули позвоночник. И в другую сторону. Сейчас буду делать молча, а вы слушайте, воспринимайте и записывайте на подкорку сознания, что у нас было до этого с противоположной стороны. И голову посередине. Теперь потерпи немножко, будет жестковато. Прием нарезаем шею как колбаску, называется. Кулаками обработали. Дали отдохнуть после этого. Вон какие мышцы стали мягкие, видите? И мы их отбрасываем шестеренками. Натянули голову. Кошка выпускает коготки. Как раз мы делаем акупунктурную технику. Шиатсу, прожимая места крепления мышц. Волей-неволей попадая на акупунктурные точки. Я этот прием называю гамма на рояле. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Вот это хороший прием. Там куда-то попадает, я прям чувствую. Чувствуется, да? Ну да. И вот Ну, последний... как будто и там вот есть какие-то... Ну, где-то более болевая проблемные была точка, тут, наверное, болевая, да? Да, еще. Да, можно. БЗО там где-то. БЗО это вот тут. Да, да. Вот, в нее как раз орел втыкает последнюю ноту до и за коготь уносит череп под небеса. До. Самая высокая нота. Продолжаем. Тут на черепе мало мышц. В основном вот тут затылочные и височные есть мышцы. Вот на них мы обращаем внимание. Они как бы лежат в таком ложе здесь. И не забываем лимфу уводить в подключичную зону. Лимфа любит вибрацию, поэтому мы обязательно включаем вибрацию. Про уши я в прошлые разы много рассказывал, поэтому сейчас подробно не буду останавливаться. Да, смотрите предыдущие видео. Да, ищите предыдущие видео на канале Тимур Докторов Лайф с Олегом Аллафом Гудвином. Не знаю, там подписано же, да, что я? Да. Смотрите предыдущие видео. Вот эти акупунктурные точки тоже очень важно, стимулируют мозговую деятельность,
устраняют головную боль, метеозависимость. Многие точки как бы я нашел сам, обнаружил. Не из справочников, а, так скажем, ноу-хау от Олега Гудвина. Поэтому приходите ко мне лечиться и учиться. Вот раскрываем родничок сначала, а теперь БЗО раскрываем, захватив его за сосцевидный отросток. Повытягиваем шею, попружиним таки. И позабиваем позвонки. Терпим уже, да? Да. Все боятся ударных техник. Но на самом деле, умеючи делая, это не страшно и не больно. Ну, рельсы, шпалы, вы, наверное, уже узнали, да? Да. Сейчас не буду их показывать. Так, сейчас мы все вытрем салфеточками. И в следующем видеоролике покажем жесточайшие, мощнейшие техники мануальных правок. С вами был Олег Гудвин в желтой марке лидера.